Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы рассмотрим самые удивительные и загадочные психологические эффекты, способные перевернуть ваши представления о себе и окружающем мире. От эффекта ореола, влияющего на наше восприятие, до феномена пигмалиона, способного изменить наше будущее. Мы исследуем тайны человеческого разума и его удивительную способность обманывать себя. Готовьтесь к потрясающим открытиям и захватывающим откровениям о том, как работает наш мозг и какие тонкости скрывает наша психика. Давайте вместе погрузимся в мир самых интересных психологических эффектов и раскроем тайны человеческой природы. Поехали! Эффект ореола. Эффект ореола или гало-эффект – это когнитивное искажение, из-за которого восприятие человека вещей или явления зависит в основном от первого производимого впечатления. Если объект или субъект понравился сразу, ему автоматически присваивают положительные качества, которых на деле у него может не быть, а если не понравился, его достоинства могут остаться незамеченными. Эффект ореола открыл американский психолог Эдвард Ли Тондайк. В начале 20 века он провел серию исследований на тему того, как люди оценивают друг друга. Он выяснил, что эффект ореола часто проявляется в визуальной оценке. Если человек обладает красивой внешностью, то автоматически он воспринимается умным, образованным и приятным. В то же время неопрятный и не очень привлекательный человек будто заочно наделен противоположными качествами. Также эффект ореола может проявиться в учебе или работе. Если вы изначально зарекомендуете себя как добросовестного и ответственного студента или сотрудника, то в дальнейшем ваша репутация будет работать на вас. Эффект Зейгарник. Замечали ли вы, что больше думаете и дольше помните о делах, которые не успели завершить, чем о тех, которые вы успели вовремя и успешно закончить? Этот психологический феномен называется эффектом Зейгарник. Исследованием данного феномена занималась литовская студентка-психолог Блюма Зейгарник. И даже ее дипломная работа была посвящена этой теме. Что же подтолкнуло девушку изучить этот феномен? Гипотеза родилась в 20-х годах 20 века, когда Зейгарник обедала в кафе и подметила, что официант не записывает заказы, он просто запоминает. Повторить только что сделанный заказ парень смог, а вот пересказать заказ гостей, которые только что покинули ресторан, нет. Вот тут прослеживается суть эффекта. Наш мозг не любит незавершенность. Ему буквально не по себе от подвешенных в воздухе процессов и оборванных на середине задач. Процесс бессознательный, отключить силой воли его нельзя. Вы можете, например, лежать в ванне после работы, но незаконченные отчеты и дедлайны все равно будут отвлекать. Эффект оплошности. Знакомо ли вам чувство, когда человек, допустивший ошибку или промах, и порой выглядит смешно, но при этом кажется вам более симпатичными? А совершенство создает дистанцию и даже вас раздражает. В социальной психологии такое явление называется эффектом оплошности. Люди склонны любить людей несовершенных, совершающих ошибки. Эффект впервые был описан американским социальным психологом Элиотом Аронсоном в 1966 году. С тех пор было проведено множество исследований, в ходе которых был обнаружен один нюанс. Если оплошность допустил умный, то окружение начинает относиться к нему еще лучше. На уровне подсознания у людей закрепляется установка «он же гений», и при этом такой же, как мы, допускает такие же смешные ошибки. Но если недотепа прольет кофе, это окончательно разрушит его имидж. Недоумок, который даже кофе не способен выпить, не опозорившись. Вот в каком свете его будут воспринимать окружающие. Эффект бабочки. Страшно менять жизнь кардинально? На самом деле жизнь меняют мелочи, и эффект бабочки это доказывает. Его суть заключается в том, что действие или решение, которое мы воспринимаем серьезно, способны привести к масштабным изменениям жизни спустя длительное время. Термин «эффект бабочки» пришел из метеорологии, когда Эдвард Лоренц предположил, что взмах крыльев бабочки на одном конце света способен породить торнадо на другом. Общеизвестным этот эффект стал после публикации рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром». В нем путешественник во времени раздавил бабочку в прошлом, чем вызвал глобальные изменения в настоящем. Эффект бабочки часто наблюдается в психологии. Человеческая психика – это сложная система, изменить которую может незначительное на первый взгляд происшествие. Например, ребенок услышал песенку, заинтересовался, пошел в музыкальную школу и стал композитором.
Или же человек мельком увидел рекламу о продаже дома, понял, что его не устраивает текущее жилье, переехал в новый район или в другой город. Эффект очевидца. Наверняка вы хоть раз видели, как прохожие равнодушно обходят лежащего на земле человека, нуждающегося в помощи. Возможно, вы и сами так делали, а после задавали себе вопрос, как так получилось, ведь вы вроде как человек добрый и ответственный. Этот феномен называется эффект очевидца. Его парадокс заключается в том, что чем больше людей смотрят, тем меньше шансов у пострадавшего получить помощь. Почему же люди не спешат на выручку тем, кто нуждается? Дело в том, что подсознательная ответственность за поступок распределяется между несколькими людьми, и у каждого отдельного человека она будет ниже, чем есть на самом деле. Каждый очевидец думает, что помочь должен не он, а другой. Но если свидетель происшествия всего один, он понимает, что ответственность переложить не на кого и с наибольшей вероятностью придет на помощь. Впервые эффект очевидца был описан в США. В 1964 году ночью возле своего дома была убита молодая девушка по имени Китти Дженовезе. Свидетелями нападения были по крайней мере 38 человек, которые даже не пытались помочь девушке, несмотря на ее крики. Они просто наблюдали из окон. Эффект плацебо. Сила внушения не работает? Значит, вы ничего не знаете про эффект плацебо. Да, в основе эффекта лежит могучая сила внушения. Плацебо – лекарство-пустышка, не обладающее целебными свойствами. Например, пилюля из крахмала, сахарные шарики или инъекции подсоленной воды. Даже сегодня, в 21 веке, их предлагают пациенту как действенный препарат от его проблемы. В итоге человек ждет результата, а через некоторое время действительно чувствует себя лучше. Эффект плацебо сработал. Механизм действия эффекта тесно связан с установкой. Подсознательная вера пациента в действенность препарата или безграничное доверие своему лечащему врачу запускает внутренние резервы исцеления организма. Путем субъективного восприятия человека снижаются или вовсе исчезают симптомы, а выздоровление происходит благодаря естественным процессам в организме. Тем не менее, нужно понимать, что плацебо не может ликвидировать серьезную болезнь, например, опухоль, потому что не действует на ее первопричину. Эффект разбитых окон. Эффект разбитых окон – это криминологическая теория о том, что при виде какого-нибудь беспорядка люди перестают вести себя цивилизованно и начинают гадить. Мелкие правонарушения здесь выступают не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом. Например, в районе, где улицы усеяны горами мусора, а стены изрисованы граффити, выше риск быть ограбленным, чем на благоустроенной территории. Упорядоченная и чистая среда посылает сигнал о том, что территория находится под наблюдением и что преступное поведение недопустимо. Теория разбитых окон была разработана американским ученым Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом в 1982 году. В статье «Разбитые окна» они подчеркнули, социальные психологи и сотрудники полиции склонны полагать, что если в здании разбито окно и не застеклено, то проходящие мимо решают, что всем наплевать, и никто ни за что не отвечает. Вскоре будут разбиты и другие окна, и чувство безнаказанности распространится на всю улицу, посылая сигнал всей округе. Если общество не обращает внимания на такие акты вандализма, значит, их можно повторить. Эффект аудитории или эффект Зайонса. А что если мы скажем, что на поведение человека влияет не только характер или воспитание, но и присутствие зрителей? При этом не имеет значения, следят эти люди за кем-то или просто находятся в помещении. В любом случае человек постарается быть лучше. Но наблюдатели могут влиять как положительно, так и отрицательно. Например, человек будет лучше справляться с хорошо знакомой ему работой и хуже выполнять новые поручения, когда рядом с ним находится кто-то еще. Это явление называют эффектом аудитории. Теоретическое обоснование эффекта аудитории первым в 1965 году предложил американский психолог Роберт Зайонс. В основе было положение о том, что внимание посторонних возбуждает человека и потому влияет на его поведение, то есть является внешним стимулом. С помощью этого эффекта вы можете оказывать влияние на людей и на результаты их деятельности, а также повысить свою эффективность. Эффект Пигмалиона или эффект Розенталя. Можно ли с помощью созданных ожиданий изменить будущее? Да, если человек считает ситуацию реальной, верит в нее,
то она становится реальной по своим последствиям. Это магия? Нет. Это эффект Пигмалиона, психологический феномен, относящийся к самосбывающимся пророчествам. Если кто-то искренне верит в полученные относительно него предсказания, то он подсознательно ведет себя так, что оно сбывается. Именно так противники паранормальных явлений объясняют прогнозы астрологов, тарологов и ясновидящих, в то время как сторонники свято верят, что эти предсказания правдивы. К примеру, чей брак, согласно астрологическому предсказанию, должен быть благополучным, имеют более высокий уровень жизни, чем другие представители их социально-экономического класса. Однако исследователи подчеркивают, что успешному браку способствуют вовсе не звезды. Имея изначальное убеждение, мы влияем на действительность и делаем так, что оно становится правдой. Эффект страуса. Эффект страуса – это осознанное желание человека игнорировать негативную информацию или не совершать действий, которые доставляют неприятности. Люди склонны избегать вещей, вызывающих у них неприязнь и стресс, даже если понимают, что такое бегство со временем обернется против них самих. Напоминает распространенный миф о том, что страусы прячут голову в песок, когда сталкиваются с опасной ситуацией, не правда ли? Поэтому эффект получил такое название. Как же эффект страуса проявляется в жизни? Например, кто-то не проверяет почтовый ящик, чтобы не видеть платежек. Или же страх получить плохие новости о своем здоровье может привести к тому, что человек будет избегать медицинского обследования, которое, по иронии судьбы, может иметь решающее значение для здоровья. Принцип «с глаз долой и сердца вон» довольно соблазнительная штука. Но это лишь кратковременная защита от проблемы. Ведь вы только оттягиваете неизбежное, со временем только усугубляя свои позиции. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, действия какого из этих эффектов вы замечали в реальной жизни, у себя или у ваших близких.